Привет, друзья! Заказал на обзор женские кроссовки от компании Bono. Давайте сейчас пробежимся полностью, посмотрим, как они прострочены, посмотрим стельку, посмотрим их дизайн, материал, из которого они изготовлены. Ну а как всегда, начинаем с распаковки. Поехали! Итак, давайте пробежимся по дизайну. Как видите, с этой стороны у нас нанесен рисунок в виде листьев, имеется такой вот цветочек. Пятка у нас прострочена следующим образом. С этой стороны внутренне ничего нету. Имеется 3 отверстия для того, чтобы наши кроссовки могли дышать. Соответственно, с другой стороны также у нас имеется 3 отверстия для того, чтобы дышали. Материал, заявленный продавцом, как синтетика, то есть я понимаю, это синтетическая кожа, местами здесь идет открыто, сейчас покажу поближе. На язычок данной модели производитель нанес свой логотип, давайте сейчас расшнурую, посмотрим внутри материал. Итак, расшнуровываю до конца, показываю внутри полностью, как они прошиты. Как видите, на язычке имеется такая петелька, для того, чтобы сюда можно было прошнуровать шнурок, и, соответственно, язычок никуда не смещался. Сам язычок к основанию кроссовка пристрочен в этом месте. Как видите, строчка выполнена очень хорошо, качественно. Вверху материала язычка идет текстиль. Чуть-чуть ниже, если вам это видно, идет микрофибра. Задняя часть тоже выполнена, получается, идет текстильная, и здесь вставлена поролоновая прокладочка, для того, чтобы было удобно и мягко вашей ноге. Дальше, внутри смотрим. Здесь идет микрофибра, как я вам и говорил, для того, чтобы вот в этом месте как раз дышала ваша нога. Итак, данная стелька у нас выполнена из полиуретана, довольно-таки мягкая, что будет очень удобно и комфортно ноге. С другой стороны, производитель также очень сделал ее красиво, нанес свой логотип. Есть один такой нюанс. Почитайте внимательно комментарии. Под каждыми кроссовками Bono людям высылают, получается, дополнительную стельку. У меня уже получается распаковка 3-й пары. Но, к сожалению, сколько пишу продавцу, пока он не кинул стельки. Поэтому по тем стелькам я рассказать ничего не могу. Заказал еще одни женские кроссовки. Соответственно, придут другого формата. Продавец якобы там уже положил. Соответственно, вам покажу в следующем обзоре те стельки, которые продавец кидает по просьбе. Цена тех стелек, если не ошибаюсь, в районе 6-7 долларов. Что сказать по подошве, пробежаться? Ну, рисунок вы сами видите. Также производитель везде просто свой логотип добавляет. Заявляется, что данные кроссовки якобы не скользячие, липнут очень хорошо к поверхности и заявленные как для тенниса. Заказов в официальном магазине довольно-таки мало. Но мои девчонки хотели именно после того, как я заказал себе кроссовки, я оставлю в рекомендациях видео, хотели, чтобы я заказал также им Bono. Ну вот, в принципе, можно сказать, я пробежался полностью по этим кроссовкам. Давайте еще строчку пробежимся, убедимся, что нигде ничего не торчит, и посмотрим, как они смотрятся на ноге. Итак, ближе показываю. Строчка идет везде, выполнена ровно, качественно. Что пятка, что сбоку. Все идет идеально, нигде не торчит ниток. Итак, по размерной таблице, если у вас полнота небольшая ноги, заказывайте размер в размер, потому что это я заказал 39-й, получается носит 38-й и палец находится вот здесь. То есть, еще раз повторяюсь, если полнота ноги у вас небольшая, то заказывайте размер в размер. Соответственно, если у вас полнота, то учитывайте подъем кроссовка. Довольно-таки здесь есть свободное место добавить, но чем оно будет ужать, соответственно, смотрится покрасивее на ноге. Еще раз повторяюсь, заказан 39-й, носит 38-й, палец находится здесь. Итак, как я уже говорил, материал данных кроссовок синтетика, то есть синтетическая кожа, но тем не менее производитель не запрятал в некоторых местах. Есть открытые участки, смотрите, довольно-таки хорошо материал выглядит. Я его вот так вот делал, он не отколупливается никак. То есть довольно-таки качественная и плотная получается синтетика. Но здесь он запрятал, застрочил все это. Также есть открытое место, вот здесь идет на шнуровке и стельки. Ну, стелька также все запрятано. По швам также смотрим внутри, ничего нигде не торчит, никаких ниток. Все сделано очень довольно-таки качественно.
Итак, смотрим, как приклеена сама подошва. Подошва очень приклеена качественно, нигде не торчит ни клей, нет излишки клея, не запачкан наш материал. Вверх получается. Везде довольно-таки качественно приклеено. Нет мест, чтобы не было проклеено. И, соответственно, не торчит всяких заусенцев. Итак, вроде бы все, пробежали полностью по данным кроссовкам. Показал прострочку, показал вам стельку, язычок, как они выглядят. Сейчас посмотрим, как выглядит на ноге. Ставлю тут маленькую вставку. Спасибо за ваш просмотр, что вы были до этого времени со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оценивайте данное видео. Если вам данные кроссовки понравились, смотрите, ссылочка будет внизу в описании. Заказывайте. Очень довольно-таки качественные кроссовки от компании Bono. Заказываю, говорю, уже 3-ю пару. Сейчас придет еще 4-я пара. 2 мужских пары получается и 2 женских пары. Буду еще в дальнейшем также заказывать другие модели кроссовок. Также снимать на них обзор. Поэтому данного производителя я вам рекомендую. Ссылочка внизу в описании. Спасибо за просмотр. До встречи в новых видео. Всем пока-пока. Все, стоп.